Странное явление однажды заметил деревенский житель Федор. Однажды он забрался на чердак своего старого сарая, стал наблюдать окрестности. Ему нужно было выследить стаю кур и посчитать количество молодняка. В этом сезоне было много наседок, и петухи дрались словно в последний раз. Поэтому нужно было составить план по их переселению. Куры настолько пугливы, что ни за что не подпустят к себе человека на такое расстояние, чтобы можно было посчитать по голове. А чердак в этом помогает. Федор забрался по лестнице и спрятался в укрытии. Через какое-то время послышался топот лап. Но это были не куры. Федор хорошо различал животных на слух, ведь в деревне он жил уже много лет. Мужчина, стараясь не шевелиться, решил посмотреть. И от удивления даже забыл об осторожности и встал из укрытия в полный рост. Сарай был высоко, и животные вряд ли заметили бы его движение. Мимо сарая пробегала стая бродячих собак, а за ними кошка. Кошка в стае бродячих собак. Кто бы мог такое представить? И тут Федор вспомнил, как ему рассказывали, что в соседней деревне у кого-то сбежала кошка. Прошло уже несколько лет с тех пор. Хозяин отыскал свою кошку в заброшенном доме. Та лежала на соломе и бережно прикрывала собой маленьких щенков. Их было штук 5, а может и больше. Он не стал пересчитывать. Щенки были в том возрасте, когда уже не нуждались в молоке, но нуждались в защите и тепле. Видимо, их мать погибла или по какой-то причине их бросила. Хозяин не стал разбираться, он просто накинул поводок и забрал свою кошку. Они шли по деревне, а щенки, поскуливая, бежали за ними. Чтобы оторваться от назойливых малышей, хозяин поднял кошку на руки и пошел быстрее. Щенки отстали. Хозяин закрыл кошку в доме, а на утро она сбежала. Еще 3 раза он ловил ее и приносил домой, а потом махнул рукой. Хочет жить с собаками, пусть живет. Зима настанет, сама вернется. А не вернется, так пусть идет на корм своим щенкам. Кошка не вернулась, и собаки ее не съели. Как ей удалось перезимовать и выжить в деревне, одному Богу известно. Но понятно было то, что она влилась в собачью стаю. Похоже, она не просто в нее влилась, а создала. Что это было? Нарушение закона природы? Кошка в собачьей стае или собаки в кошачьем клане? Но тем не менее, после того, как хозяин забыл о своей кошке, многие видели эту странную семейку вместе. Федор не верил этой байке, хотя было немало очевидцев в деревне. И вот теперь он стал одним из них. Хочешь — верь своим глазам, а хочешь — нет. Но на полном скаку мимо него пронеслась стая. Лишь об одном жалел Федор, что не взял с собой ни телефон с камерой, ни фотоаппарат. С той поры Федор прямо озадачился наблюдением за ними, но больше никак не попадалась ему эта странная стая. Не везде были чердаки и укрытия, и Федору приходилось залезать на деревья, чтобы выследить кошку с собаками, но все тщетно. Прошел целый год уже с той поры, как он видел их впервые. Федор уже начал сомневаться, уж не привиделось ли ему все это, может, у него были галлюцинации. И вот на окраине деревни, где еще прятались посеревшие кучки снега, Федор увидел следы собачьих лап и кошачьих следов. Федор вычислил направление и пошел по следу. Дальше на песчаной дорожке тоже встречались следы кошачьих лапок и собачьих подушечек. Значит, он шел в правильном направлении. Еще издалека Федор заметил странную семью. Кошка спокойно грелась на солнышке у забора, а под тенью старого дерева отдыхали собаки. Наверное, неопытный человек бы подумал, что собаки выследили добычу и собираются напасть. Но Федор сразу понял, что ничего такого не происходит. Собаки были расслаблены. Они катались по траве, чесали лапами за ухом и зевали. Вдруг одна из собак вскочила, подбежала к кошке и стала тереться о ее морду. Кошка фыркала и поворачивала голову. Они явно радовались друг другу. В этот раз Федор наделал целую кучу фотографий.
И уже дома, рассматривая каждую, он вдруг заметил, что бок у кошки сильно раздут. Не было сомнений, кошка была беременна. Вот это новость! Собачья мама решила произвести на свет котенка. И ведь нашла же себе где-то кота. Но, как говорится, дело нехитрое. Повстречалась где-то кошка с котом. С той поры Федор следил за кошкой почти неустанно. Он сильно переживал за котенка. Как бы собаки не проявили свой охотничий инстинкт и не съели малыша. В один из дней Федор немного задержался, все-таки у деревенского жителя очень много работы. Уже издали он услышал какие-то странные хрипы и стоны. Он понял, что кошка рожает и ей плохо. Но Федор все-таки боялся собак. Он быстро залез на дерево и увидел странную картину. Кошка действительно рожала. Вот только котенок никак не выходил. Судя по рассказам, кошка была уже не молода. И тут собаки стали вытаскивать котенка. Они упирались лапами и тянули на себя. И вот, наконец, случилось. Котенок был на свободе. Кошка вздохнула и замерла. Федор не обращал на нее никакого внимания. Его гораздо больше заботил котенок. Лишь бы только собаки его не съели. Но бродячие псы, выращенные кошкой, стали облизывать малыша. Они явно приняли его как своего. В течение часа он должен был встать на лапы и уже бегать со своей матерью на мягких подушечках. Больше Федору здесь было нечего делать. Он решил оставить эту странную семью в покое. Федор спустился с дерева и отправился домой. Вечером он услышал какой-то шум на пороге своего дома. Открыв дверь, Федор обомлел. Вокруг стояли собаки, а из-за угла пугливо выглядывал маленький пушистый котенок. Кошки нигде не было. Котенок был той же окраски, что и мать. Только он был мальчиком. Малыш сделал шаг навстречу человеку и осторожно вытянул шею. Одна собака подталкивала его в сторону Федора. Котенок сделал еще шаг и вдруг прижался к человеку. Наверное, все-таки за те дни, что он следил за странным семейством, собаки запомнили его запах, а иначе. Как объяснить то, что они привели котенка именно к Федору? Он понял. С мамой стряслось что-то неладное. Собаки не могли выкормить котенка. Ему нужно было молоко, и потому они приняли единственное верное решение – привести малыша к человеку. Пока Федор устраивал малыша в сарай, собаки уже убежали. Утром он пошел на то место, где рожала кошка. Его ожидания оправдались. Кошка по-прежнему лежала там, где и вчера. Кошачья мама, вырастившая стаю собак, отошла в мир иной, решив произвести на свет малыша. Ее нельзя было оставить просто так. Федор похоронил кошку под старым деревом, там, где она так любила греться на солнце и охотиться на мышей. Теперь его заботой было вырастить малыша. Котенок рос не по дням, а по часам, и на следующий год уже был прекрасным молодым котом. Собак с той поры Федор не видел, и это его беспокоило. Весной в деревне объявились живодеры. Похоже, что одного за другим они отравили всех собак, а Федор даже и не знал, сколько в стае было самок и самцов. Ему так и не удалось подобраться к ним. Однажды, обходя огороды уже со своим котом, Федор почувствовал, что тот тянет его вправо. Федор решил довериться коту. Кот подошел к густым зарослям и сунул туда морду. Федор услышал, как кот что-то лижет своим шершавым языком. Он опешил и раздвинул кусты. На земле лежали маленькие одинокие щенки. Кот принял их за своих. Наверное, их мама погибла от рук живодеров, а маленькие щенки паслись. Федор взял их на руки. Они с котом побрели тихо домой. Круг замкнулся. Кошка нашла щенков, вырастила. Они помогли ей принять роды, а затем котенок нашел осиротевших щенков. Федор и его кот стали воспитывать их. Надо было вырастить новую стаю.
Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.